Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы познакомимся с искусством мошенничества, где хитрость и обман стали основными инструментами для достижения богатства и власти. В истории человечества немало личностей, которые, используя свою харизму и умение манипулировать людьми, смогли многих обвести вокруг пальца. В этом видео мы расскажем о 10 величайших мошенниках всех времен, раскроем их хитроумные схемы и тайны, которые они прятали за маской успеха. Виктор Люстик, Фердинанд Демара, Чарльз Понци, Анна Делви – эти имена давно стали синонимами самых гениальных афер. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о самых дерзких и запоминающихся мошенниках, которые потрясли мир. Но перед этим не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали! Ган ван Мегерен. Этот человек был художником, однако чувствовал себя недооцененным. Ган ван Мегерен жил в первой половине 20 века в Нидерландах. Ранее свои работы он создавал в стиле реализма, как у Франца Хальса и других художников 16-17 веков. И хотя заказчикам работы в общем нравился его стиль, критики его не возлюбили. Им-то нужен был кубизм, сюрреализм и прочие актуальные тогда вещи. Тогда ван Мегерен решил проучить критиков. Он написал картину в классическом стиле и затем намеренно состарил полотно и выдал за работу Яна Вермеера, тогда еще малоизученного представителя золотой эры голландского искусства, творившего в 17 веке. И это сработало. Эксперты высоко оценили картины, признав их подлинными, а ван Мегерен тем временем начал продавать все больше и больше поддельных произведений искусств. Жадность, видимо, превзошла его желание похвалы, и он решил не выдавать себя. Тем не менее, ван Мегерен допустил одну серьезную ошибку. Во время Второй мировой войны он продал одну из своих картин нацистскому рейхсмаршалу Герману Герингу. После войны союзники посчитали ван Мегерена заговорщиком, продающим национальное достояние врагу. В связи с этим ему пришлось раскрыть свою тайну, дабы остаться на свободе. Фердинанд Демара. Фердинанд Демара, также известный как Великий Самозванец, родился в штате Массачусетс в 1921 году. С раннего возраста он проявлял удивительную способность подражать другим. Фердинанд многократно выдавал себя за дипломированного специалиста в разных областях знаний и представлялся вымышленными именами, а феноменальная фотографическая память и очень высокий уровень IQ помогали ему все это провернуть. За свою жизнь Демара успел побыть санитаром, заместителем шерифа, начальником тюрьмы, психологом, биологом, монахом, преподавателем. Жить, как все, ему было скучно. Однако всемирную славу мошенника-авантюриста Фердинанду принесла работа морским хирургом. Во время Корейской войны 1950-1953 годов мужчина завербовался в военно-морские силы под чужим именем. Он служил на борту канадского эсминца «Каюга», выдавая себя за врача Джозефа Сира. Когда доставляли раненых, он приказал персоналу подготовить раненых и отвезти их в операционную, а сам запирался в каюте с учебником по хирургии. Удивительно, но операции проходили успешно, и о Демаре стали восторженно писать все американские газеты. Однако фальшивого хирурга разоблачили, когда мать настоящего Джозефа Сиры заявила, что на фото в прессе не ее сын. ВМС Канады не стали выдвигать обвинения, и Демара вернулся на родину, продолжив менять профессии как перчатки. Чарльз Понци. Чарльз Понци родился в Италии в 1882 году. В 1903 он эмигрировал в США, где оставил свой след в истории как автор самой громкой финансовой пирамиды – схемы Понци. До 1919 года все попытки Чарльза заработать оставались безуспешными, пока он не придумал гениальную схему заработка. Мужчина открыл фирму по обмену ценных бумаг и убеждал потенциальных инвесторов в том, что они могут получить доход, покупая международные почтовые купоны. В Европе такие купоны стоили меньше, чем в США, поэтому на разнице в цене можно было заработать. Понци обещал, что инвесторы гарантированно получат 50% прибыли в течение 45 дней и 150% в течение 90 дней. Но на самом деле для выплаты обязательств перед старыми вкладчиками Чарльз Понци использовал деньги новых инвесторов. Как видите, эта знакомая всем схема работает уже 100 лет. Пирамида рухнула, когда выяснилось, что для покрытия инвестиций, якобы сделанных компанией Понци,
В обращении должны были находиться 160 миллионов купонов, в то время как в реальности их было на руках всего около 27 тысяч. В октябре 1920 года фирму Понци признали банкротом, а самого Чарльза посадили в тюрьму на 5 лет. Отсидев свой срок, Понци продолжил заниматься мошенничеством, пока в 1934 году его не депортировали обратно в Италию. Таня Хэд. Имя Тани Хэд было хорошо известно в Америке. Лицо этой испански, чудом спасшейся из одного из зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке во время кошмара 11 сентября, то и дело мелькало на экранах телевизоров в США. У нее брали бесчисленные интервью, и ее даже избрали президентом Ассоциации жертв теракта 9/11. Танины байки о том, как она спускалась с 78-го этажа одной из башен-близнецов после падения в нее самолета, как она выходила из горящего здания и прочее, слушали с замиранием сердца миллионы. Особенно ей сочувствовали, когда она рассказывала о гибели жениха в одном из зданий. Но подождите, что если эта история неправда? Да, это была бы большая ложь. Тани Хэд не было 11 сентября в Южной башне. Более того, в тот день ее не было не только в Нью-Йорке, но и вообще в США. Она приехала в страну лишь в 2004 году из Барселоны. Да что там говорить, даже никакой Тани Хэд никогда не существовало. Женщину, придумавшую себе трагическую судьбу, на самом деле звали Алисия Эстив. Где сейчас находится эта испанка и чем она занимается, неизвестно. Мамору Самураготи. Мамору Самураготи – японский композитор, который родился 21 сентября 1963 года в префектуре Хиросима. Он прославился как музыкальный вундеркинд-самоучка. В конце 1990-х годов широкую известность Самураготи принесли саундтреки к серии видеоигр Resident Evil. Причем в 2008 году увидела свет его знаменитая симфония «Хиросима». Произведение было продано тиражом более 180 тысяч копий. Гениальности композитору придавал и тот факт, что, по его словам, в 35 лет он потерял слух, но продолжил сочинять музыку. Самураготи даже стали называть японским Бетховеном. Все шло прекрасно, пока композитор и преподаватель музыки по имени Такаши Ниигаки не заявил, что у Мамору никогда не было проблем со слухом. Душещипательная история с глухотой была выдумана ради придания пущей загадочности образу. Более того, в 2014 году Такаши Ниигаки рассказал журналистам, что работает на Самураготи за вознаграждение последние 18 лет. Именно Ниигаки писал все произведения, выходившие под именем знаменитого композитора. За день до выхода газеты с признанием Ниигаки Самураготи подтвердил эти слова, сделав срочное заявление через адвокатов, и извинился перед своими поклонниками. Фрэнк Абигнейл. Фрэнк Абигнейл родился 27 апреля 1948 года в штате Нью-Йорк. В 16 лет после развода родителей Фрэнк сбежал из дома и вскоре обнаружил у себя талант к обману. Свою карьеру жулика он начал с мелких афер, таких как подделка чеков и покупка несуществующих товаров через манипуляции с банковскими картами. Он стал мастером создания фальшивых документов, включая дипломы, благодаря которым он осваивал разные профессии. Он утверждал, что выдавал себя за пилота авиакомпании «Панам», за врача, профессора социологии и юриста в офисе генерального прокурора. В течение этого периода Абигнейл обналичил 17 тысяч поддельных чеков на общую сумму $2,5 миллиона. Историей своей жизни Абигнейл поделился в своей автобиографии. Она и легла в основу фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Но оказалось, что почти все это наглая ложь афериста. Большинство событий якобы происходили в период, когда достоверно известно, юноша находился в тюрьме. В банках тоже ничего не слышали об украденных у них миллионах долларов. ФБР с ним не сотрудничали. Да, Фрэнк Абигнейл действительно стал миллионером, но не благодаря своим приключениям, а с помощью безграничной фантазии, в которую поверили все, даже Стивен Спилберг. Кристофер Роканкурт. В 2001 году канадская полиция арестовала мошенника французского происхождения, который провернул ряд грандиозных афер. Кристофер Роканкурт утверждал, что он личный друг Билла Клинтона и член семьи Рокфеллеров. На самом деле его мать была ночной бабочкой, отец алкоголиком, а Кристофер рос в приюте.
Свой путь в аферах Роканкурт начал в Париже, где одну за другой совершал фальшивые сделки с недвижимостью. Когда французская полиция объявила охоту на преступника, он сбежал в США. А там придумал еще более хитрую схему обмана. Находил богатых женщин и убеждал их в своей невероятной финансовой состоятельности и бизнес-успехах. Он представлялся продюсером фильмов, чемпионом по боксу, богатым инвестором, сыном Софи Лорен и приятелем Михаэля Шумахера. Некоторое время Кристофер Роканкурт дружил со знаменитым актером Микки Рурком и смог убедить Жана-Клода Ван Дамма быть продюсером своего следующего фильма. Под вымышленными псевдонимами аферист в течение 1,5 лет колесил по Канаде и США, выманивая у доверчивых граждан деньги. В 2001 году что-то пошло не так. Кто-то из жертв Роканкурта оказался умнее, чем он думал, и преступника поймала полиция. Кэсси Чедвик. Кэсси Чедвик, или же Элизабет Бигли, родилась в 1857 году в Канаде. В возрасте 22 лет девушка впервые была арестована в штате Онтарио за подделку банковского чека. Однако ее освободили, так как она симулировала психическое заболевание. В 1886 году в Кливленде она стала предсказательницей и гадалкой, взяв себе имя Лидия Скотт, которое через год сменила на более загадочное «Мадам Лидия де Вере». В 1889 году Кэсси Чедвик снова была поймана на подделке чека и приговорена к 9 годам тюрьмы. Через 4 года она вышла на свободу, сменила свое имя на миссис Гувер и открыла публичный дом. В 1897 году Кэсси Чедвик организовала свою самую успешную аферу. Она назвала себя незаконно рожденной дочерью сталепромышленника Эндрю Карнеги из Нью-Йорка. Банки стали наперебой предлагать богатой наследнице свои услуги. За следующие 8 лет она получила займы и кредиты от банков на общую сумму от 10 до 20 миллионов долларов. Она подделывала подписи Карнеги для доказательства законности платежей. Банкиры предполагали, что Карнеги поручился за каждый долг. Когда полиция все же решила спросить Карнеги, знаком ли он с Кэсси Чедвик, он, конечно же, ответил, что нет. Мошенницу арестовали, и спустя 2 года она умерла в тюрьме. Анна Сорокина. В 2022 году на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», основанный на истории мошенницы русского происхождения с немецким гражданством Анны Сорокиной, более известной как Анна Делви. Странная девушка с холодными глазами обладала невероятным даром убеждения. Богатая наследница из Германии с 60 миллионами евро на счетах тусовалась в Нью-Йорке с местной золотой молодежью, жила на широкую ногу и в будущем собиралась выкупить историческое здание на Парк-авеню и открыть там фонд Анны Делви. Мешала этим грандиозным планам лишь куча вранья. Анна Сорокина была родом из обычной семьи. В 16 лет она переехала с родителями из России в Германию, затем уехала учиться в Париж. Там устроилась работать в журнал Purple. Анна привыкла к красивой жизни, но финансов на все амбиции не хватало. Тогда в начале 2010-х девушка отправилась в Нью-Йорк. Там она оформляла кредиты по поддельным документам, а чтобы отдавать долги, заводила дружбу с правильными, обеспеченными людьми. Большинство из них действительно верили ее историям и платили по счетам. Обман раскрылся, когда Анна несколько раз не оплатила проживание в отелях, и те подали заявление в полицию. В 2017 году Сорокина была арестована, а в феврале 2021 она уже вышла на свободу. Виктор Люстик. Его настоящее имя Роберт Миллер. Он родился в 1890 году в Австро-Венгрии в благополучной и обеспеченной семье из высшей буржуазии. Однако тяга к сомнительным приключениям у Люстига была всегда. Он продавал машинки, которые якобы дублируют деньги, увлекался азартными играми с использованием шулерских приемов, был фальшивомонетчиком и менял паспорта как перчатки. Однако самая известная афера Люстига состоялась в 1925 году, когда в Париже планировался очередной ремонт Эйфелевой башни. Люстик изготовил себе фальшивые документы на имя высокопоставленного чиновника, в ведении которого находилась башня, и разослал приглашение самым крупным торговцам железным ломом. Во время личной встречи Люстик рассказал откликнувшимся предпринимателям, что правительство решило снести башню, и продал металл на закрытом аукционе, якобы чтобы не вызвать возмущение общественности. Люстик уговорил дельцов держать все в секрете. Затем он продал право на утилизацию башни Андре
Пуассону и сбежал в Вену с чемоданом денег. Пуассон, не желая выглядеть дураком, скрыл факт обмана. А знаете, что Люстик сделал потом? Вернулся в Париж и продал Эйфелевую башню снова по старой схеме. Второй клиент стесняться не стал и вызвал полицию, поэтому Люстигу пришлось спешно эмигрировать в США. Там он стал фальшивомонетчиком, из-за чего загремел в Алькатрас и умер за решеткой от пневмонии. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какого мошенника из нашей десятки вы считаете самым гениальным.